Друзья, меня просто возмутил тот случай, с которым я только что ознакомился. И я вот прям убежден на 100%, что никого из вас он не оставит равнодушным. Более того, я уверен, что многие даже лично в своей жизни сталкивались с подобным. Просто посмотрите, насколько внезапно и откровенно это произошло. Познакомился с девушкой год назад. Все началось хорошо. Общение, свидание. Потом пригласил ее домой. Первый поцелуй. Приятные ощущения. Эйфория. Комфорт. Я сам занимался футболом. Уезжал неделя через неделю на выезд. Она ждала, всегда переживал и так далее. Думал, что она уйдет. Можно сказать, не доверял. Все, здесь ты уже поплыл. Я имею в виду прямиком в слабую позицию. Да, вот прям с того момента, как ты разрешил себе мысли о том, что она уйдет, изменит и так далее. Здесь, конечно же, вопрос к твоей самооценке прежде всего. Но позволять себе такие мысли – это недопустимо. Я бы даже сказал, фатально. Это билет в один конец. Причем, что интересно, она даже еще об этом сама не догадывается. О том, что тебя волнует. Ведь ты для нее на данном этапе закрытая книга. Такой загадочный, недоступный, свободный. Тот, кого нужно завоевать, привязать, раскусить. Если выразиться простыми словами, ты тот образ, который она себе идеализировала. Со временем начал верить ей, но присматривал все равно. Но здесь ты противоречишь сам себе. Раз присматривал, значит не стал верить. Правда же? Да и верить логичнее было бы в самом начале, когда очевидно, что кроме тебя для нее на целом свете никого не существовало. Потому что значимость высокая. Это если уж на то пошло. И я бы тут переформулировал. Нужно не присматривать за ней, а присматриваться к ней. Вот он правильный путь. Не выискивать конкурентов, того, кто может ее увести, циклопить ее соцсети, а наблюдать, задавать правильные вопросы, например, о ее прошлом. Ведь это те фундаментальные вещи, которые мужчины не делают, тем самым впуская в свою жизнь непригодных, проблемных женщин. А потом страдают. И что значит верить, доверять? Что это значит? Доверие нужно заслужить, его нужно доказать. Ведь все это определенные взгляды девушки, в принципе мировоззрение, морально-нравственные моменты, которые проявляются исключительно в каких-то определенных жизненных ситуациях. То есть ты должен с человеком пройти какой-то путь, чтобы увидеть это, ясно увидеть. Не на словах, что она тебе сказала, а на деле. Поэтому меня всегда удивляла вот эта фраза, особенно на начальном этапе отношений. А ты что, мне не доверяешь? На мой взгляд, эта фраза чаще всего для девушки всего лишь оправдание своей вседозволенности. Причем я уверен, что многие из вас слышали эту фразу как раз таки после какого-то косяка девушки. Например, ты что, меня ревнуешь? Это же просто друг. Он просто довез меня до дома. Ты что, мне не доверяешь? Было же. Предложил встречаться, она согласилась. Было все идеально. Каждый день общение. Ей не хватало меня, когда я уезжал. Мне ее тоже. Предложил встречаться, чтобы что? Это даст тебе какие-то гарантии, что она твоя, что она никогда никуда не уйдет, не изменит. Ее чувства не пропадут. Это же наивно. Даже штамп в паспорте сейчас, в наше время, никакой гарантии тебе не даст. Этим жестом, этим вопросом ты лишь показываешь свою неуверенность, нерешительность. И то, что ты не контролируешь ситуацию. Ты не хочешь ее контролировать. Ты собственноручно передаешь бразды правления за отношения самой девушке. Непостоянной, зависящей от эмоций. Ты понимаешь, что ты делаешь? Ведь это же абсурд. Страх потери заставляет тебя так себя вести. Завышенная значимость. А согласилась она на это, так как пока еще не успела насытиться тобой, не успела распознать в тебе эту слабость. Она пока получает свои гормончики счастья, дофаминчик,
и кайфует. Ведь что еще нужно женщине, которая ищет этого? Заметьте, не отношений спокойных, гармоничных, ровных, понятных, а именно страсти, эйфории, эмоций. Ты даже здесь этого не разглядел. Предложил пожить вместе. Первый месяц было все хорошо, а потом начались сложности. Но было терпимо. Что значит было терпимо? То есть ты прямым текстом говоришь, что ты терпел сложности. И после этого ты удивляешься, почему такой печальный финал, забегая наперед. Здесь ничего удивительного нет. Для меня это закономерно. Это лишь доказывает твою слабую и ведомую позицию в отношениях. Неосведомленность, не экспертность в механизме зарождения чувств и поддержания этих эмоций в женщине. Если ты думаешь, что девушка это не видит, что она этого не ощущает, то ты заблуждаешься. Ведь женщина от природы, она хороший психолог. Она руководствуется инстинктами и очень хорошо чувствует вот эти тонкие материи, назовем их так. Тонкую энергию, которая исходит от тебя. Она чувствует слабость. Если в мужчине отсутствует стержень, отсутствуют принципы, она это чувствует. Она чувствует вседозволенность, если она не ощущает границ, прощупывает, насколько далеко она может зайти. И если ты терпишь дискомфорт, для нее ты всегда будешь слабой. Так устроено на уровне инстинктов. Я ничего не выдумываю. А может ли женщина испытывать эмоции, желания, уважение к такому мужчине? Ну, конечно же, нет. Я уделял каждый день ей много внимания. Встречал с работы, провожал. Она уходила раньше, чем я, но приходила вечером с уже негативными эмоциями. А мне хотелось, чтобы она спокойно меня слушала. Она начинала психовать, всякие недопонимания и так далее. Все просто. Из крутого, недоступного футболиста, которого она ждала, желала, ты превратился в обслуживающий персонал. Понятный, прогнозируемый шут для королевы. А какие вложения были с ее стороны? Ты задумывался об этом? Ты задавал себе этот вопрос, чтобы все это для нее делать? Что-то мне подсказывает, что нет. И зачем ей делать какие-то шаги в твою сторону, какие-то вложения, когда ты сам обо всем позаботишься? Ты все это сделаешь. И еще и спросишь, может быть, тебе добавки? В один момент она ушла, спустя полгода отношений, сказала в слезах, что я перегорела, мне трудно, и я не могу. Ну, кто не ожидал подобного финала? Ведь трудно жить со славным, удобным парнем. Нет этой драмы, нет эмоций, а есть только рутина. Ведь стабильные, спокойные отношения – это не про данный типаж девушки. Типаж, который мужчина здесь не разглядел. Ну, он не пытался, собственно, это сделать. После 3 недель расставания мы встретились. Она снова смотрела мне в глаза, спокойно разговаривала, видать, остыла немного. Я видел, как у нее трясется губа и накатываются слезы. При этом говорит, что чувства остыли, не чувствует того, что чувствовала раньше. То есть вместо того, чтобы после того, как она ушла, войти в игнор, например, и заняться избавлением от зависимости, уточняю, не любви, зависимости, ну, считай, болезни, переосмыслить свое видение картины мира, проанализировать ошибки, которые ты допустил в данных отношениях, и начать менять травоядную прошивку на прошивку хищника, ты все эти 3 недели страдал и ждал, когда она напишет. И по щелчку пальца, по одному СМС от нее прилетел навстречу. Но она-то пришла не за этим, не за тем, чтобы извиниться, не за тем, чтобы наладить отношения, чтобы реанимировать отношения по-настоящему, и чтобы произвести инверсию доминирования, занять сильную позицию. 3 недель, конечно же, недостаточно. На эту встречу она всего лишь пришла для того, чтобы убедиться, удостовериться в правильности своего решения. Прежде всего, что перед ней слабый мужчина, которому она не может испытывать что-либо. И что, расставшись, она поступила правильно. Она дернула за поводок, убедилась, что ты все еще в ее власти, что ты ее не привлекаешь, что ничего не изменилось в принципе.
Ну и успокоилась. Ну, а если ты так чувствительно реагируешь на женские слезы, то здесь я делаю вывод, что к отношениям ты в принципе не готов. Они тебе не нужны сейчас, ты их не потянешь. Ведь даже определить подходящую ты не в состоянии. Твоя модель поведения больше здесь походит на женскую. Ищешь и довольствуешься этой страстью, эйфорией. Для тебя это важно. Но это же твои слова. И как на этой эйфории можно построить что-то серьезное, что-то долгоиграющее, стабильное, понятное, надежное. Ведь реальность такова, что страсть навсегда конечна. Этим нельзя напиться. И когда она заканчивается, уже здесь ты можешь видеть человека настоящего. Но здесь уже потеряно время, ресурсы, здоровье, нервы. Поэтому важно изучать эту механику женщины, набираться опыта, практиковаться, чтобы уже на начальном этапе отсеивать тех, кто непригоден, тех, кто ищет исключительно эмоции. И отношения для них рутина. Ты сможешь это прогнозировать наперед и не терять столько драгоценного времени. Но я вижу, что ей тяжело. Просто она таит в себе чувства и не показывает это все мне. И говорит, что ей прекрасно и все хорошо. Ты не видишь, ты желаешь видеть, ты хочешь это видеть. Ты хочешь верить в это. Это позиция инфантила, слабого человека, неосознанного. Человека, для которого женщина – это какая-то загадка. Существо с другой планеты. Ты сам собственноручно идеализировал ее и поставил на пьедестал. Верить в объективную реальность ой как не хочется. Хочется обмануться. Смотреть на реальные действия ой как не хочется. А что она для тебя сделала? Какие действия? Какие вложения? Волнуют тебя эти вопросы? Нет. Тебе плевать. Она же вон слезинку пустила. Именно это главное. Именно на это ты обращаешь внимание. А не на реально важные вещи. Сам же я работаю, приобрел велосипед. Каждый день езжу на прогулку. Поддерживаю свое состояние благодаря друзьям, работе и футболу по вечерам, если есть время. А вот здесь молодец, а вот здесь я тебя похвалю. Ведь спорт – это одно из лучших лекарств для понижения значимости. Это должен запомнить каждый, кто находится в таком состоянии. Но здесь мало разлюбить. Здесь важно не наступать на те же грабли в будущем. Ведь большинство мужчин живут по одному и тому же сценарию, который повторяется. А почему? Потому что они проводят аналитическую работу, не задаются вопросами. А что я сделал не так в этом случае? А когда все это началось? А почему я терпел? А может быть, со мной все в порядке, а что-то с ней не так? Что именно? Это основа, это база. Именно с этого стоит начать. Поэтому то, что ты занижаешь значимость, это хорошо. Теперь приступай к анализу. Ошибки мы разобрали. Осталось дело за малым. Практика, изучение модели поведения той или иной женщины, чтобы на ранних этапах уже выявлять, насколько эта женщина подходящая в принципе для долгоиграющих отношений. Также необходимо избавиться от этих ванильных, романтизированных представлениях об отношениях, о девушках, которые нам транслируют фильмы, книги, да и вообще все наше окружение информационное. И начинать смотреть на вещи трезво, потому что терять время, ресурсы, здоровье, я думаю, никому не хочется. Один раз научился этим управлять, это как езда на автомобиле. А дальше ты уже не задумываешься и управляешь как профессионал. Друзья, я хвалю всех тех, кто сейчас со мной разобрал эту историю, сделал выводы, закрепил это. И будем на связи.